Друзья, приветствуем вас на канале Фактограф. Сегодня речь пойдет о прозрачных существах, одних из самых хрупких и одновременно прекрасных организмах нашей планеты. В привычном для нас понимании тело каждого животного имеет защитный слой – кожу, перья, чешую или шерстяной покров. Герои этого видео кардинально отличаются. Их тела не просто лишены защиты, а еще и просвещаются насквозь, словно стекло. Они как будто носят шапку-невидимку и при встрече с естественными врагами притворяются, что их просто нет. Правда, не все прозрачные существа беззащитны. Сейчас мы познакомим вас с настоящими стеклянными хищниками, которые поедают других живых организмов и даже могут ранить человека. Кроме того, мы покажем вам других уникальных стеклянных организмов – креветку, сома, жука, кальмара и даже осьминога. Смотрите это видео до конца, чтобы узнать, где водятся прозрачные существа, как они живут, чем питаются и какую роль выполняют в природе. Вам уже интересно, как они выглядят? Тогда заваривайте себе вкусный чай, садитесь поудобнее и поехали знакомиться. Стеклянная креветка-призрак. Мечтаете о необычном домашнем питомце? Заведите себе прозрачную креветку. Это уникальное существо с тонким прозрачным туловищем прекрасно уживается в аквариуме и не требует сложного ухода. Срок жизни прозрачных креветок не превышает 1,5 года. По размерам они вырастают до 4-5 см и ведут активный образ жизни. Если вы посмотрите на креветку глаза в глаза, то вряд ли ее заметите, пока она не пошевелится. Животные сливаются с окружающей средой, но при попадании на них солнечного света переливаются различными оттенками. Креветки-призраки ведут обычную жизнь ракообразных в пресной воде и являются квалифицированными мусорщиками. Они едят детрит, остатки пищи, а также любой корм для рыб. Прозрачность – это единственный козырь этой креветки. В природных условиях она является очень беззащитной. Жук-золотая черепаха. Встретить этого невероятной красоты жука вы можете на территории Северной Америки. Почему только там? Потому что насекомое питается исключительно листьями растения Morning Glory, которое растет на североамериканском континенте. Название «золотая черепаха» жук получил благодаря четкому силуэту черепахи на панцире. Насекомое имеет длину 5-7 мм. Его состоящий из двух частей панцирь по центру окрашен в золотистый цвет, а по краям он полностью прозрачный. Панцирь служит животному одновременно и броней, и домиком, где он может спрятаться в случае опасности. Жук-черепаха напоминает золотой самородок на зеленом листе, но его окрас не постоянный. Уменьшая или увеличивая объем жидкости в прозрачной оболочке, насекомое создает иллюзию изменения цвета. Такой трюк используют самцы в брачный период, изменяя окраску с золотистой на ярко-красную. Морская сальпа. Это наиболее полезное существо на планете и одновременно примитивный организм. Такое возможно? Вполне. Сальпы обладают бочкообразным прозрачным телом, длиной от нескольких миллиметров до 30 сантиметров. Два отверстия, ротовой и клоакальный сифоны, расположены на противоположных концах тела. Сквозь прозрачную кожу просвечивается кишечник и кольцеобразные мышцы, сокращая которые сальпы плавают словно медузы. Эти организмы встречаются в теплых поверхностных водах всех морей и океанов. Пропуская через себя воду от переднего конца к заднему, они питаются планктоном и одновременно двигаются реактивным способом. Кроме того, фекалии сальп поглощают углекислый газ. Стеклянный кальмар. Кто живет на дне океана? Нет, не губка Боб, а глубоководный стеклянный кальмар. Прозрачное существо ведет размеренную жизнь на глубине около 2500 метров в водах Индийского, Тихого и Атлантического океанов, вдоль 40-й параллели южного полушария. Вытянутое 50-сантиметровое тело кальмара окутано прозрачной голубой оболочкой, сквозь которую просвечивается пищеварительная железа. В опасных ситуациях животное сворачивается в клубок, спрятав под себя голову и щупальца. Также, спасаясь от хищников, кальмар использует метод реактивного движения, выпуская струю воды позади себя. А поглотив много жидкости, он может превратиться в шар, чтобы выглядеть крупнее и более устрашающе, чем он есть на самом деле. Медуза. Это примитивный организм, в теле которого отсутствует сердце, легкие, кровеносные сосуды и большинство других органов. Однако медузы являются старейшими живыми организмами планеты, существовавшими, по версии некоторых ученых,
задолго до динозавров. Сегодня медузы обитают во всех морях и океанах. Среди них встречаются как совершенно безобидные виды, так и смертельно опасные. Все медузы имеют колокольчикообразную форму с неповторимой студенистой структурой. Их прозрачное тело почти полностью состоит из воды. Передвигаются эти организмы при помощи сокращения мышц зонтика. Щупальца медуз усеяны множеством стрекательных клеток, что предназначены для парализации мелкой живности, которую они поглощают единственным видимым органом – желудком. Поэтому даже безопасные виды могут оставить на коже человека неприятные ожоги и раздражения. Прозрачные рыбы вида Цианогастер ноктивага. Совсем недавно, чуть более 10 лет назад, ученые открыли новый вид рыб, который отнесли к семейству хорациновых и назвали Цианогастер ноктивага. Причудливые 17-миллиметровые рыбешки водятся только в реке Риу-Негру, крупнейшем левом притоке Амазонки. Голова этих существ окрашена в красный цвет, брюхо в голубой, а остальная часть тела прозрачная. Цианогастер ноктивага в движении выглядит как миниатюрная синяя полоска и полностью ведут ночной образ жизни. Все эти факторы в совокупности объясняют, почему биологи так долго не замечали прозрачных рыб. Примечательно, что без воды эти существа скоропостижно гибнут, а их тела после смерти окрашиваются в белый цвет. Морской ангел. В холодных водах северного полушария водится таинственное существо с крыльями. Взгляните на него. Ну, чем вам не ангел? На самом деле этот организм является брюхоногим палегическим моллюском. Морские ангелы, в отличие от своих собратьев, не ползают по морскому дну, а парят в толще воды. Они имеют практически полностью прозрачное тело, длиной всего 2,5-4 см, но при этом являются хищниками. У ангелов на голове расположены щупальца, которыми они крепко хватают добычу и тянут ко рту. Основным источником пищи являются морские черти, близкие родственники ангелов. Очень символично. Очевидно, что свое название морские ангелы получили за недобродушие, а за внешнее сходство с небесными жителями. Взмахивая крылообразными плавниками, эти организмы неспешно передвигаются по водной среде, словно настоящие ангелы среди облаков. Индийский стеклянный сом – это, пожалуй, самый необычный представитель семейства сомовых. В естественных условиях прозрачный сом водится в речных системах Юго-Восточной Азии, но благодаря привлекательной внешности он также пользуется популярностью среди аквариумистов. Его вытянутое и уплощенное с боков тело редко превышает 8 см. Маленькая заостренная голова украшена парой длинных чувствительных усиков. Кроме головы также просматривается небольшой отдел, где расположены внутренности. Остальная часть тела, чешуя, кожа и мышцы полностью лишены пигментации, и вы запросто можете разглядеть скелет рыбы, словно на рентгеновском снимке. Такая особенность помогает миролюбивым сомикам оставаться невидимыми для хищников, но в зависимости от угла падения света сом-призрак может мерцать всеми цветами радуги. Гребневик мнемиопсис или морской орех. Гребневики — это примитивные желеобразные животные, напоминающие медуз. От последних их отличает способ передвижения. Гребневики используют реснички, сросшиеся в длинные гребни, как это делают одноклеточные. Гребневик мнемиопсис полностью прозрачен и имеет сферическую или эллипсоидальную форму. При попадании света его тело переливается яркими цветами. Существо вырастает в длину до 12 см и является хищником. Морской орех питается зоопланктоном, а также икринками и личинками рыб и моллюсков. Этот вид расположен в Северной Атлантике, но в 1980-х годах появился и в европейских водах. Благодаря интенсивному судоходству мнемиопсисы были завезены кораблями вместе с балластными водами. Живучие, устойчивые к загрязнениям и перепадам температур, а также очень плодовитые организмы нанесли большой ущерб рыбному промыслу. К счастью, со временем ситуацию удалось стабилизировать. Стеклянный осьминог. Это неуловимое животное закрывает нашу десятку. Стеклянный осьминог достигает в длину до 45 см и, как подобные ему существа, является почти полностью прозрачным. Отчетливо увидеть мы можем только пищеварительный тракт, зрительный нерв и цилиндрические глаза. Эти головоногие встречаются в тропических и субтропических морях по всему миру на глубине от 200 до 1000 метров. Впервые стеклянные осьминоги были обнаружены в 1990
1918 году. И вот прошло больше 100 лет, а биологи все еще не имеют достаточной информации об этих организмах. Прозрачные животные не любят попадаться людям на глаза, и до недавнего времени ученые могли их изучить только по останкам, найденным в желудках хищников. Но наука не стоит на месте, и современные аппараты для погружения помогают людям расширить знания о подводных жителях. В завершении этой темы я смело могу сказать, что невидимость — это суперсила, которой наделены только избранные. Без этой сверхспособности все упомянутые выше существа вряд ли смогли бы выжить в жестком животном мире. Хорошо, что природа работает как слаженный механизм. На этом у меня все. Друзья, делитесь внизу в комментариях, встречали ли вы когда-то прозрачных существ. Если да, то каких и где. И обязательно напишите, о каком животном-невидимке из нашего видео вам интереснее всего было узнать.